Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач «Героическая выпуск русского народа Монасия». В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Монасия Сагынбаева Розбакова написан пятитомный роман в прозе. Вот он перед вами. Я все эти книги перевел на русский язык. Оба этих варианта выставлен для продажи на своем интернет-сайте epos-monarch.com. О высоком качестве моего произведения свидетельствует факт, что он был включен в 100-томную антологию литературы и жемчужины тюркоязычной литературы, изданных в Ташкенте в 88 томе. Вот. Как вы видите, эта книга тоже здесь стоит. В настоящее время я сейчас работаю над второй частью эпоса «Монас» с Тимотеем и написал первый том, сейчас идет работа над вторым томом. Прежде чем продолжить чтение своего романа, я отвечу на тот вопрос, который мы вчера начали обсуждать. Эпос «Монас» – это миф или реальность? Как уже говорилось, ученые пришли к однозначному выводу, что этот эпос отражает реальные события и имеет реальных прототипов. Только и у них вызывает спор только время действия данных событий. Некоторые говорят, ну, это был 8 веке, другие в 17 веке. Я же считаю, что этот эпос гораздо старше приведенных выше дат. Почему? Когда я написал свой роман, я обратил внимание на тот факт, что в Монасе ничего не говорит о таком знаменательном событии в жизни мусульман, об посте, о Великом посте, Рамадане и о двух религиозных праздниках: Курман-айт, Курбан-байрам, и Ураза-айт, Ураза-байрам. Об этом ничего не сказано. В эпосе повествуется о том, что Монас совершал 5-кратный намаз, что он совершил хадж, но ничего не говорится ни об Рамадане, ни об этих двух праздниках Курман-айте и Ураза-айте. По-моему, это доказано тот факт, что эпос значительно старше 1000 лет. Потому что если бы он был написан в это время, то наш эпос никак не мог обойти стороной такие важные события в жизни народа. Далее, мне кажется, что эпос Монас гораздо старше и других, как, например, у идолопоклонников, огнепоклонников самым известным праздником является Навруз, день весеннего равноденствия. Но в Монасе и о нем тоже ничего не сказано. А как вы знаете, что этот Навруз, по утверждению историков, начал праздноваться задолго до Рождества Христова, это минимум 3-4 тысячи лет. Но в эпосе ничего не говорится о Наврузе. И в то же время в этом эпосе присутствует такой персонаж, как Эртуш-Тук. По мнению наших ученых, историков, филологов,
эпос верующих самый, один из самых древних наших эпосов, если не самый древний, и относится к первобытно-общинному строю. Представь себе, этот персонаж, он имеет свое место в эпосе Манас. Это может обозначать только то, что Манас был создан еще в те времена, во время первобытно-общинного строя, может, 10 тысяч лет назад, может, 50-60 тысяч лет назад. Но, как я сказал, это только моя гипотеза, мое предположение. А как было на самом деле, это предстоит изучить нашим ученым, историкам, которые, как я говорил, получили доступ к китайским архивам и начали работать тем документам, которые касаются истории кыргызов. Вот это все, что я хотел сказать об времени создания эпоса Манас, об его главном герое. А что вы думаете по этому поводу? Каково ваше мнение? Вы можете писать в своих комментариях к этому видео. Ну а я на следующей передаче расскажу вам о том, что сейчас высказывается предположение, что кыргызы и евреи родственные народы. Даже не родственные, а один народ. Что это за гипотеза, откуда он появился, она появилась, чем это подкрепляется, я расскажу в своей следующей передаче. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Когда у 60 тысяч горожан от шума и гамма скотины голова шла кругом, кыргызы во главе с Илиманом пригнали в город 300 верблюдов. Для таджиков наступил настоящий конец света. Не в состоянии обустроить весь скот или поймать и привязать их, они пришли в полное отчаяние. Попав в такую нежданную беду, Атемир забыл встретить Манаса и по рассеянности оставил его в кочевом лагере. Кыргызы, пригнавшие столько скотины, установили свои палатки и стали ходить друг к другу в гости, как будто находились дома. Горожане арабы смогли войти к Манасу, находившемуся в кочевье. В такой суматохе прошла ночь. Разозленный тем, что никто не обращает на него внимания, Манас вызвал к себе богатыря Оживая. «Оживай!» — хмуро произнес он. «Что за богом проклятый человек этот Атемир, который не знает цену человека? Ты сейчас сходи, узнай их положение. Точнее, кого они там так чувствуют. Разузнай больше об их лучших качествах, о которых говорил отец». «Слушаюсь, повелитель», — ответил Оживай. «Дай стражнику, охраняющему Санирабилу, серебряный слиток». «Зачем?» «Пусть он очистит нашу дорогу. Я хочу увидеть достоинство хваленной девицы. Войду к ней, узнаю, какая она. Если Санирабила хорошая, воспитанная девушка, оставлю ее в живых. Если она не знающая свое место, плохая, невоспитанная, глупая девица, я распарю ее и черную печень и зарежу на месте. Ворвусь в город ее отца, узнаю храбрость таджиков». «Будет сделано», — согласился Оживай. Он сел на коня и собрался поехать к девушке. Немного подумав, Манас остановил его. «Постой, не уходи», — сказал богатырь. «Я поеду с тобой». Оседлав Аккубу, одев шубу Аккубу, положив в карман 10 серебряных слитков, Манас в сопровождении Оживая вечером вошел в город. Когда богатыри добрались до ханского дворца,
Навстречу ему вышел начальник стражи Мамакбек. Рослый, широкоплечий, с морщинистым лицом и развивающейся белой бородой, начальник узнал Манаса и молча повел гостей к Санирабеге. Достигнув дверей девушки, Аджибай обратился к Мамакбеку с просьбой: «Я сейчас останусь в прихожей, а ты проводи моего господина к Санирабеге». «Кто ее охраняет?» «7 стражниц», — ответил Мамакбек. «Как бы Санирабега не пригрозила, чтобы они не пускали Манаса. Если она так скажет, богатырь может рассердиться. Чтобы открыть дорогу, сходи к стражницам и дай им деньги», — советовал Мамакбек. «Повелитель, позволите испробовать этот способ?» — вопросительно посмотрел на Манаса Аджибай. «Я согласен, побыстрее сходи», — дал позволение Манас. Взяв с собой 7 джамбы, Аджибай отправился к стражницам. Прибыв на место, он увидел, что они лежат в повалках, сжимая кинжалы и крепко спят. Аджибай тихонько разбудил их начальницу, рослую, чернобровую, светлолицую на Аркуль, и дал ей 2 джамбы. «Ты сейчас покажи Манасу Санирабегу», — попросил богатырь. «Сходи к 2 стражницам, охраняющим ее покои». Отошли оттуда. Согласившись, на Аркуль пошла к стражницам. Разбудив их, она дала им деньги и отправила в другое место. Узнав об этом, Аджибай позвал Манаса. «Богатырь, путь свободен», — с поклоном проговорил он. Обрадованный Манас вошел в комнату Сани и увидел, что она спит на позолоченной доске, застеленной 60-слойной ватой, натянув на лампу золотую занавеску. «Какая она милашка!» — восторженно подумал Манас. Санирабега действительно очень красивая, статная и обаятельная девушка. Отец нашел именно то, что мне надо. Если я с Божьей помощью женюсь на ней, буду непременно счастлив. Смотри, как Сани спит, словно прелестная лань». Восхищенный красотой девушки, Манас протянул к нему в руки правую руку. От прикосновения Санирабега проснулась и отдернул занавеску. Когда в комнате стало светло, она увидела восхищенные глаза и грозный вид Манаса. «Кто это?» С вытаращенными глазами Санирабега пристально посмотрела на богатыря. Немного подумав, она сразу поняла, что происходит. Криво усмехнулся она. «Кажется, этот мужчина, сын Жакоба, приходившего к нам свататься». Взглянув на свирепый вид Манаса, Санирабега еще больше убедилась в верности своего предположения. «Да, — подумала девушка, — это именно он, ибо никто не посмеет войти в мою опочивальню. Люди боятся даже подойти к стенам дворца, а не то, что заходить ко мне. Этот наглец безбойно зашел во дворец, дошел до моей комнаты. Значит, он угрожал моим стражникам или ждал деньги, подкупил их. Поэтому они пропустили Манаса». Горестно вздохнув, Санирабега начал думать о том, как себя вести с Манасом. «Что мне делать?» — растерялась девушка. «Дать знать Манасу, что я узнал его, или сделать вид, что ничего не знаю, на ярость наброситься на него?» После небольшого размышления Санирабега решила избрать второй путь. «Я должна проучить Манаса, сделав вид, что не узнала его», — подумала она. «Пристужу кровопийцу, потребую уйти отсюда, обозвав подлецом. Тогда я сохраню свою девичью честь. С другой стороны, испытаю его характер». Приняв такое решение, Санирабега сурово посмотрела на Манаса. «Откуда ты сюда пришел?» — гневно спросила она. «Как сумел проникнуть в золотой дворец моего отца? Почему тебя не остановили мои стражницы? В мой дворец вообще нет доступа для мужчин. Как ты сумел войти сюда?» Манас ничего не отвечает, только жалостно смотрел на Санирабегу. Это еще больше разозлило девушку.
Что ты за человек, который совершает такие безрассудные поступки? Свирепо спросила она. Оказывается, ты развязал шнурок моей золотой занавески, протянул ко мне лапу, когда я спала. Тебе что, надоело жить, что ты без спроса зашел сюда? Немедленно убирайся, иначе умрешь мучительной смертью. Не сердись, с трудом ответил богатырь. Я Манас, давший твоему отцу верблюдов, быков, золота, серебра и пришедший жениться на тебе. Если сейчас наговоришь лишних слов, я вам устрою конец света. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых